Короче, только на днях узнал, для чего деревья обматывают вот такими желтыми полосами. Они пропитаны там какими-то репеллентами. И видите, на них как много мух осаждается. Мухам очень нравится. Там какая-то тля или что это. Все деревья в Калининграде, ну вот здесь не все, здесь только одно. Показать больше нечего. Обмотали вот такими круглыми штуками. Я подумал сначала, что это типа, как раньше, белой полоской красили. Вот теперь желтой обматывают. Но в принципе где-то недалеко это и есть правда. Сегодня в Москве 35 плюс, а в Калининграде понедельник. Прекрасная погода, замечательная. Калининградские 20 там чем-то градусов. Не, чуть меньше, наверное. 17-18. Вон там видно. Это, кстати, Гвардейский проспект. И велосипедистка в оранжевой. Ой, не знаю, что это. Розовый. Вот, видите дерево? Вон там маленькое, тоненькое тоже облеплено. Вот они. Теперь, короче, делают так. Поворачивал направо. Там сплошная. Да. Ух ты, как красиво, посмотрите. Как они тут сделали. Памятник Шиллеру. И такая красота, такие цветы. Молодцы. Вообще в городе ни соринки, ни пылинки. Вот что пишут там, где коммунальщики. Так вот они, посмотрите. Вот они. Кстати, фонтаны в Калининграде заработали. Сейчас я туда спущусь. Во дворах, там, где городские коммунальщики, видимо, не работают, а работают... О, видите, какая красота. А работают эти управляющие компании. Некоторые из которых спустя рукава свои обязанности исполняют. Чудо, да? Фонтаны заработали. Ну, вы видели, вчера там купались уже пацаны. Или когда там, позавчера. Там, где катер стоит. А здесь, конечно, идеальная чистота. Ну, конечно, скажите, здесь областная администрация рядом. Еще бы тут была не идеальная чистота. Да нет, на самом деле это практически везде так в Калининграде. Не только здесь. Это точно, абсолютно. Вон какие цветочки. Здесь всегда, конечно, было красиво. Но сейчас особенно красиво. А как они подстригли кусты под линеечку. Вон, City Jazz, кстати, фестиваль. Ну, не совсем, конечно, тут можно было еще более под линеечку, но... А здесь? Ну, здесь нормально, вот смотрите. Идеально практически. Супер! Здорово. Вон областная администрация наша. Садика, в который я ходил когда-то, целая вилла. Я, конечно, тогда не понимал, насколько это красивое заведение. Сейчас подъеду, покажу вам. Уж не знаю, что с ним будет. Пока стоит в таком виде, стоит уже очень давно. Мне там нифига не видно, конечно, но вы там что-то, может, и заметите. А я вот нет. Я специально лицо закрыла. Да. Ну, по идее, наверное, не снесут, я так думаю. Подбираемся к зоопарку. Хочу посмотреть, что здесь. Вот какие барельефы, да? Чудо. Не знаю, сколько им лет уже. Насколько они старые эти. Ух ты. Кто этого едет у нас? Мы пропустили ездока важного. Для красоты. День рождения зоопарка. 23 мая. С 14 до 19 милости просим. Ну, надо запомнить, 23 мая. Тут осталось-то 4 дня. Здорово. Товарищ вырвался и лает. То он, наверное, на меня только лает. Сейчас я вам скажу, сколько стоит зоопарк-то, кстати говоря. Взрослый 600 рублей в продаже. Льготный детский 300. Ну вот так вот.
Бесплатно дети до 3 лет. Мгм. Вот. 1800. Достопримечательное место. Достопримечательное. Как уже только не назовут. Достопримечательное место. Я такого еще тоже нигде не слышал и не видел. Достопримечательное место. Ну, назвали потом исторический памятник. Достопримечательное место. Вот тоже достопримечательное место. Гостиница «Москва». Ну, чудо же, а не гостиница. И вообще, при въезде в Калининград можно было повесить тоже такую табличку. Достопримечательное место. Охраняется государством, основано давно. Ах, люблю здесь проезжать в этом месте. Такой свет здесь все время пробивается. Как-то так вот он удачно ориентирован, скажем так. И куда ж нам сейчас повернуть? Я даже не знаю, куда. Куда нас зовет зов. Против солнца едем. Против солнца всегда тяжело ехать. Что, знаешь? Видите, здесь тротуарчик такой, что вообще не протиснешься даже. Ничего не боится, выставляет этот перед машины какой-нибудь самокатчик. Как даст. Хотя, может, он об этом и не думает. Нету здесь места для парковки. И так дорога узенькая, да? Но с другой стороны, и машины здесь ставить некуда. Так, ну что, сюда, наверное. Мне нравится сюда. Лук, чеснок, цветы и голуби. Поедем по вот этой вот замечательной улице, как там, Леонова, да? Кажется. Какой магазин Хлебушкин. Нова 6, лицей номер 18. Лицей номер 18. И когда-то это был Хуфенский лицей. Видите, какие там... Класс, да? Здорово. Здесь, это, наверное, спортзал. Кстати, спортзал такой же, как в 41-й школе. 100% спортзал. А здесь мы прямо вот приехали, родной Калининград. Ну вот, я же знаю, что мне здесь понравится. Я чувствую ОГЭ, ЕГЭ, репетитор и родной Калининград, Калининградская общественная, и 3 голубя, но это к счастью. Общественное содействие развитию гражданского общества. Вот это да, я приехал. Вот фикус. Фикус. Студия красоты. Ну все, это удивительное место. Просто... Ну, конечно, лицей номер 18, тут всем форум. А это что? Скорая помощь. Ух ты ж. Давайте его с этой стороны посмотрим. Такие здания, конечно, арт-пространство. Это, конечно, просто песня. В таких школах учиться. Других слов не придумаешь. Просто-напросто. Очень красивая школа, конечно. Без слов. А что там происходит? Есть ли тут проезд? Куда нас приведет эта дорога? Она куда-то нас ведет. Офицер Фокс. Так, что-то там пацаны делают. В гараже не парковаться. Местное гаражное общество, надеюсь. Отсюда выехать можно? Живым и невредимым.
Раньше в таких местах было опасно появляться, сейчас как-то попроще. Ну да, ну пацаны, конечно, на гаражи лазят. Ну, какие. Тоже вон там какую-то раскраску наверху дома придумали. Ну все, меня куда-то повело. Я не знаю куда. Какими-то дебрями. Чем глубже в дебри, тем больше приключений, как говорится. Ну, это обычный калининградский двор. Обычный калининградский кот. Куча сирени. Вчера 40 тысяч букет сирени из 100 вот этих сиреневок. Из 100 веточек сирени. $240 тысяч. Он бесплатно висит. И срывать не надо. Это ж кто-то вот это нарывает кому-то зачем-то. Это, кстати, вот переулок Зоологический. Видите, еще старое название. 612. И есть вот такой интересный проезд. Просто какой-то... Не знаю. Есть ли тут проезд для меня? Да, есть. Для меня есть везде проезд. Практически. Ну и я снова на Леонова. Леонова 12 в частности. Да, тут Леонова, конечно, можно изучать, наверное, целый год вот в этих дворах. Леонова 12. Ого, там кто-то летит в Калининград. Ого! Какой-то большой самолет. Так, а вот это что? Это что у нас такое? Очередное невероятное здание. С такой эмблемой. О! Да. То был переулок. А, улица Сафронова. Ну, не знаю, друзья. Вот сзади. Это улица Сафронова. Плитка здесь такая. Ни разу здесь не был на этой улице Сафронова. Вот это между Леонова и вот той вот улицей, которая возле зоопарка идет, да? Ну вот, и улица Чайковского. Как бы эти улицы рядом, Сафронова и Чайковского. Они должны были быть рядом, да? Вон там какой усел, что ли, летит, лапки, по крайней мере, какие-то красные. Что это? Это может быть какая-то художественная школа. По орнаменту, если так судить. Наверное, это общежитие. Нет, там что-то написано. А что, я не знаю. Ладно. Здесь высокая бровка, поэтому мне... А вот низкая бровка. Ладно, пойдем посмотрим. Вот велосипедистка. Привет. Улыбается, но велосипедисты друг другу не машут, насколько я понимаю. Давай хоть посмотрим, что это. Запрещено курить. Курить. Это университет даже. А что это за университет? Не подскажешь? БФУ. БФУ, да? А какой здесь факультет живет? Это общежитие. Здесь Ай? здесь много кто живет. Много, да? Ну ладно, хорошо. Хорошая общага? Да, очень хорошая. О, вот это было опасно. И там вон здание красивое, да? А как мы туда можем подъехать? Да вот здесь вот хотя бы. Вот это да. Что такое? Футбол.
Я не мог проехать мимо. Что это? Офигеть, энциклопедия футбола. Это как можно было вообще выбросить? А? Люди. Как это можно было вообще выбросить? Энциклопедия футбол. Не, я ее... Голуби. Вы ее, извините. Здрасте. Здрасте. А это не ваша? Нет, Нет? нет, у меня такого нет. А как вы считаете, хорошая книга? Ну, это, наверное, про футбол, кому интересно. Мне кажется, это вообще уникальная Энциклопедия написана, конечно, значит. книга. Да? Кому-то просто уже, может, переезды, может, нормальная книга, если кого Вообще интересует. идеально. Да. А вы там не книги выбрасываете случайно? Не-не-не, я Не. права. Права? Права у меня. А, это права. Лишние права на управление. Трава. Трава ж пошла расти, только успевай на клумбах рвать. Да. О, Что там? А я думаю, что это голубей рвет? А это какой вот чайки. ужас. Все, вот идешь, на каждом шагу голуби. Все внутренне сожирают. Серьезно? Чайки, да. Значит, мне сказали чайки, но я не верила. Думаю, как-то чайка может птицу жрать. А это чайка? Чайка, а кто это? Мне кажется, какой-то баклан. Ну откуда они тут? Тут, а разве чайки такие здоровые? Бывает. Да? Они же есть бакланы такие, как чайки бакланы. О. А вы здесь живете, да? А я вон через дорогу, Чайковского. А, живете, да, здесь? Понятно. Ладно, хорошего дня вам. Спасибо большое. Ну как они тут стоят вот так? Один дом так, другой так, дорожка идет так. Что это за дом такой интересный? Здрасте. А это жилой дом, не знаете? Ага. Красивый. Жилой дом. Ну как, у кого-то такой может быть жилой дом. Ну вот у кого-то же такой есть жилой дом. И напротив такой. Окна в окна, как говорится, да? Смотрите. Какое чудо. Так, я так доволен книжкой о футболе, вы себе представить не можете. Я вообще нифига не фанатик, не фанатик, не специалист футбольный, но теперь чувствую, им стану. Буду читать эту книгу. О, как красиво здесь. Да, мужик не очень хорошим настроением, еще там траву эту пахать и пахать. Улица Зоологическая, 47-47А. Я бы прям, вот я бы отсюда не уходил бы вообще никогда. Я бы здесь между этими домами поселился бы, если честно. Настолько здесь красиво. Это просто удивительный дом. Вы посмотрите на эти окна. На эти окна. Это как вообще? Это законно такие окна иметь? Давайте объедем его, этот дом. Вот она, как там было написано, достопримечательность, да, мне кажется, вот здесь надо вешать таблички, вот, чтобы можно было подъехать и прочитать историю этого дома. Наверняка в этом доме жили такие люди, что закачаешься, если узнаешь. Невероятно просто. Энциклопедия футбола. И рядом, ну, хрущевки, да, ну а как? Где-то ж людям надо было жить. А вот это уже свеженький дом. Ну вот сравните, свеженький, наверное, свеженький. Может, конечно, он какой отреставрированный. И сюда дорожка идет, и сюда. Всюду хочется поехать. Но меня не всюду берут. И туда, а там какое-то поле, что ли, футбольное. Собачка. Так, я смогу вот здесь заехать, вот здесь. Ладно, пройдем здесь. А там что? Медведь какой-то стоял. Ну ладно, не будем уже обращать на это внимание. На медведей всяких. Ну, нормальную себе сделал там на первом этаже, да? Это улица Леонова, 28А. Да. Я, мне кажется, никогда не доеду до конца Леонова, потому что тут вот так между домами по Леонова ездишь. Ну вот, а вы видите, вы говорите, молодежь вся в телефонах торчит. В Калининграде вон они все. Все, как и мы в прошлом, гоняли мяч,
круглосуточно. Чуть потеплеет, и все, вперед. И еще одна улица на перерез нам движется. Не знаю, что за она, но она уже какая-то автомобильная. Уже здесь движение-то получше. Да. Серьезный аппарат. Прям в сердце Калининграда. Пятерка на улицу Бассейная. В сторону Калининградской правды. Собаки вон там какие здоровые лежат. Мини-рынок. Ну, там особо ничего я не вижу. Ну, уже квас пошел, да? Да. Сколько там? 0,350, 0,560. А так и было вроде бы в прошлом году, или нет? Я в прошлом году не работал. Да? Позапрошлом работал. Отдыхали в прошлом году? Врач не разрешил, давление было большое. А, сейчас все нормально уже, да? Ну, год целый восстанавливал, более-менее нормально. Молодец. Ну, таблетки-то пью, и утром, и вечерние такие. Квас тоже, говорят, от давления помогает, нет? Ну, понемногу. Ну, я с таблетками больше доверяю. На работе ни-ни, да? Нет, доверяю таблеткам. Таблет правильно. Какие положено. Ну и ходьба еще говорят, ходьба. Ну, я сейчас, наоборот, сидячее место. Да, ну тут никуда не денешься. Да. Только вокруг, если ходить. А нормально так сегодня покупали, а? Сегодня очень хорошо. Да? Главное, что люди хвалят класс. Это точно. Очень вкусно. А, как в старину, да? Сколько у вас и самый недорогой Хорошо. классный? 50 рублей. Вон, я ориентируюсь по телевышке, видите, она впереди там. Ветерок-то прохладный на самом-то деле, и даже держать вот камеру, ну так, не то, что рука замерзает, но чувствуется, что не жарко еще совсем. Так что у нас далеко тут не 35. Посмотрите, какой красивый вид на телебашню. Но если бы только не эта жопка, было бы еще лучше. Что он собрался делать? Опасно. Начнет так поворачивать. Ребята вот стену разрисовывают. Интересно, как вам нравится? Привет. А это вы сами разрисовываете или по заказу государства? Не совсем государство, не совсем по заказу. Ага. Это больше какая-то коллаборация между администрацией и нами. Да? Заборы и нами. А не знали, что это будет? Конечно, знали, согласовывали не один день. То есть сначала вы это на компе рисовали, наверное, да? Ага. Всё А так. долго занял эскиз? Эскиз не так долго, как согласование. Да? Да. Ну, это такое. Это мой эскиз авторский. Ага. Мой и моего А как вас зовут? коллеги. Меня? Да. Меня Грачик зовут. Как? Грачик. Грачик. Это не так, что нам подготовили эскиз и сказали, нарисуйте, вот вам стена. Нет, тут немножко по-другому все делается, чуть-чуть. Все сложнее, да? Ну да. Угу. Наверное, Я как... просто не могу сейчас все сразу. Ну понятно, это все, это вот как примерно я представляю, как Бэнкси вот последнюю, да, свою Не, ну это работу. другое. Он, наверное, пока согласовал эту свою работу там. Нет, он же не согласовал. Вы Зачем? уверены? Стали бы ее тогда снимать. Центр Лондона вот Но так. ее же демонтировали потом, через сутки. Сейчас ее там нету, да? Я просто не следил за ее судьбой. Но вы чем-то похожи, что-то такое. Или вам не нравится его стиль? Это слишком разное, чтобы сравнивать. А где-то еще ваша работа можно глянуть в Калининграде? Да, много где. Много, да? Просто они в другом стиле. Каждая стена требует какого-то отдельного подхода. А какой-то у вас есть, ну, авторская подпись на... Есть, вон он.
Вот это вот? Да, посерединке. Ага. И означает вот это вашу работу. Я просто не представляю вот эту всю стену, за сколько же вы ее времени примерно закончите? Но вот дожди были, мы бы ее уже закончили. Рисунок это за один день. По Вся, сути, она рисуется один день. вся стена? Да. Все, Колоссально. что сейчас именно сделано за сегодня. Нет, а не что, с она утра. была голая, пустая? Она была белая. Белая? Нет, она была цветная, с рисунком. Где-то, наверное, году в 20-м или 21-м в совокупе разные художники, в том числе я, рисовали ее давно еще. Вот у меня был тот участок, который сейчас ничем не занят. Ага. Вот, и вот мы сейчас ее покрасили в белый цвет. И разметка, в путь. Ага, и теперь, короче говоря, все приезжающие с моря. А что это означает вообще? Вот, ну, по-вашему, вот как это называется? Оно имеет название? Я пока не давал никакого названия, но слушайте, здесь тема с поездом, Ага. тема с сотрудниками поезда, Ага. потом с туристами, с чайками. То Ага. есть О, это все шкалинградское. вот все, когда уже художник объяснил, я уже начинаю видеть. Просто Потому она что... не доделана, и надо тоже понимать, что я ее специально, как бы, условно, нарочно делаем искажение по линиям, немножко как бы давая кривизну, чтобы подчеркнуть стилистику такого раннего кубизма и конструктивизма в Советском Союзе. Тогда еще, в 20-30-х годах. То есть мы сейчас как раз в таком стиле делаем. Чтобы не казалось, что почему здесь нет реализма, почему чайки так оформлены. Ну понятно, Все понятно. выдержано в определенном стилистике, на мой взгляд. Ну что ж, мне нравится вот лично, как-то, знаете, необычно, свежо. Наполняет Поэтому город новыми добавляем. смыслами, да? И цветов, да, поярче. Но, как говорится, дураку полработы не показывают, так что еще... А вам как, еще вот, то, много. что получается? У меня есть конечная точка, к которой я иду. Пока что мы где-то на четверти. То есть еще 3/4, ну тут работа еще на 3/4. Да, ну еще добавление всех моментов. То есть надо Ладно, как-то когда мне приехать, чтобы посмотреть чистовой вариант? К концу недели. Да, Во. как раз вот А сегодня дедлайн понедельник. мы сами себе поставили. Но если погода нам ничего не испортит, Да, я думаю, что в уже пятницу все будет. все, во, круто. Вот, то есть вот так. А вы с утра до вечера работаете, да? Сегодня Нет, с нет. обеда. Все Сегодня с по-разному. У нас обеда. помимо этого объекта еще есть. А, вот так даже. Все расписано наперед, поэтому... О, то есть это такая достаточно прибыльная специальность, да, сейчас? Если руки растут из нужного места, то она может приносить прибыль. Если они растут с другого места, то можно очень долго биться. Можно ее назвать прибыльной, она слишком узкая. У специалистов на город, ну 10 человек можно собрать на весь город, которые сделают это от и до качественно. Так это значит, у вас, считай, и нет конкурентов. Ну, мы в некой степени монополисты, но не совсем, конечно. Молодцы. Но Тут же еще тоже часть нашей работы состоит в том, чтобы не просто нарисовать где-то, Угу. согласовать, договориться, знать контакты людей в этой сфере. То есть Угу. тут Ну понятно, тоже- что все это не тяп-ляп, это понятно, да. Да, потому что если долгий просто... путь, помноженный опытом, на самом Да. деле. А вас как зовут? Артемий. Артемий, очень Грач приятно. Меня Сергей. рисует, больше 20 Я с лет. 2005 20 года. лет? Да. С 2005 рисую. Ну, Я уже лет 10 рисую. да. И вы так, у вас 25. вместе коллаборация, да, или все время вместе работаете? Практически да. все время. Ну, если так, по Калининграду пособирать наши работы, ну, наверное, штук 20-30, наверное, собирается. И легальных, и нелегальных. Я думаю, это минимум. В целом-то их минимум. больше. Ну а вот если у меня на даче забор метров 10, сколько будет вот примерно вот Не, так ну же так сделать? нет. Так нет? Только Такие не на вопросы камеру. мы не Такие вещи Понятно. обсуждаются лично. Ну у меня денег хватит или нет? Это по карману жителю? Да, Да? да. Мы же тоже работаем на коммерцию, тоже понимаем, Ага, понятно. что у разных людей разные запросы. Понятно. Хорошо, спасибо вам, ребят. Приеду к концу недели, посмотрю, что получается. Творческих вам успехов. Благодарю. До свидания. Аккуратнее в дороге. Спасибо большое. У меня прямо творческая неделя какая-то. Попадаются художники просто областного масштаба, я бы сказал, всероссийского практически. Так что я очень рад, что я знаю ребят, которые сделали эту стену. Не просто сделали, а которые сделают эту стену до такой степени, что ее будет знать весь город.
И вся Россия, здесь же приезжают люди со всей России. И они будут смотреть на эту стену. Да, и вот, наверное, приятно, когда, да, смотрят, а ты говоришь, а это я всю стену разрисовал. Вот так-то. Да, на этой прекрасной, замечательной, удивительной, невероятной ноте я хочу подытожить наше великое путешествие сегодня, которое закончилось так вот неожиданно, таким неожиданным интересным образом. Вы тоже познакомились с художниками, теперь будете, по крайней мере, знать концепцию этой стены, что на ней изображено, что будет изображено. И уже даже будете знать, где авторский знак автора. А это немаловажно, потому что мало кто из калининградцев наверняка, да и вообще, скажет, обладает такими сведениями невероятными. Все, на этом заканчиваю. QR-код для спонсоров. Всем спасибо, всем пока. Было очень круто.